Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан и Бэрон подходят к двери особняка, у Дилана внезапно кружится голова, а Бэрон шутит, что я воспринимаю это как комплимент и что у него от этого закружилась голова. Войдя в дверь, он сначала встречает Джихана, затем все в особняке обнимают его и говорят, что очень по нему скучают. Господин Кудрет говорит, что моя дочь взяла психологический перерыв, ей нужен перерыв, лишь бы он был коротким. Пока Дилан и Баран расходятся по своим комнатам, госпожа Азади снова что-то бормочет про себя, оставшись одна. Харун и Ясмин смотрят друг на друга издалека в магазине, и Харун думает о том, какое впечатление произвела на Ясмин, когда она готовилась к свадьбе. Когда Ясмин приходит к Харуну и кладет мою голову ему на плечо, он говорит: «Мне жаль, если я его побеспокоила». Харун говорит: «Мне бы хотелось, чтобы таких вещей не происходило, но они случаются». Когда Ясмин говорит: «Ты, должно быть, очень обеспокоена», Харун не понимает, как это сформулировать, и произносит слова, которые заставят Ясмин рассмеяться. Джевдет и Цеврии издали наблюдают, как выросла их любовь. Пока Дилан находится в своей комнате и думает о том, как сильно она скучает по дому, к ней приходит Бэрон. Когда он говорит, что скучал по тебе дома, а затем говорит, что с этого момента он будет более осторожен в своих словах, Дилан также говорит, что впредь он не будет обижаться и не бросит тебя. Бэрон говорит, что я не мог спать, пока тебя не было. Дилан говорит, что я спал, но у меня было такое чувство, будто на мне был какой-то груз. Пока они приятно беседуют, Дилана тошнит, и он бежит к раковине. Бэрон задается вопросом, что произошло сейчас, и следует за ним. Госпожа Сабиха в хорошем настроении, потому что Дилан счастлив, и пока она болтает с Хейвеном, приходит Хасан с цветком в руке. Когда Сабиха Ханем говорит, что Дилан и Баран помирились, Хасан говорит, что я дал Барану несколько тактик, и это сработало. Когда госпожа Сабиха не хочет слишком долго продолжать разговор, Хасан оставляет цветок, который принес с горшком, и уходит. Хасан недоволен примирением Барана с Диланом, потому что под этим предлогом он планирует войти в дом Сабихи Ханем и выйти из него. Когда Дилан выходит из ванной и говорит: «Я думаю, что уже несколько дней болею такой простудой», а Бэрон намекает на инцидент с ребенком, чтобы мы могли пойти к врачу и чтобы ничего больше не случилось, Дилан говорит, что такое что-то сделать невозможно, он очень смущается и уходит. Ясмин очень рада, что ее любимая группа приедет в Стамбул на концерт, и когда она говорит: «Давайте пойдем все вместе», Джевдет говорит, что концерт не подходит для Цеврии. Ясмин говорит: «Хорошо, тогда я пойду сама». Джевдет говорит: «Нет, кузен не позволяет тебе идти одному в такой час». Дилан и Баран спускаются вниз, Дилан идет на кухню, а Баран собирается войти в кабинет, когда дядя Ферат говорит: «Мне нужно с тобой поговорить». Пока Дилан болтает, неважно, как идут приготовления, она сообщает Ферату Барану, что мы отказались от свадьбы. Баран зовет Гуль и предлагает ей присоединиться к нему, говоря: «Все в порядке, ты выходишь замуж только один раз». Баран спрашивает: «Теперь скажи мне, почему ты отказался от свадьбы?» Когда Гуль говорит: «Могут быть люди, которые могут прийти, могут быть люди, которые не могут прийти». Дилан говорит: «Это возможно. Разве ты не заслуживаешь чудесной свадьбы?» Ферат говорит, что я тоже так думаю, но мой Гуль сделает все, что захочет. Когда Гуль говорит, что она определенно этого не хочет, Дилан предлагает, чтобы мы хотя бы что-то сделали между собой. Когда Гуль говорит, что в этом нет необходимости, Баран закрывает тему, говоря: «Это не так уже много, в конце концов, моя двоюродный брат женится». Затем Бэрон уходит от них, говоря: «Давай, дядя, отныне с этим справятся девчонки». Пока Дилан давит на Гуля, говоря, что с тобой что-то не так, Баран спрашивает Ферата, все ли в порядке. Но они оба отмахиваются от этого как от пустяков. Пока господин Баран, Ферат, Джихан, Хасан и Кудрет говорят о завершении всей подготовки к тендеру, когда Хасан говорит: «Я думаю, что возьму на себя управление заводом», Баран говорит: «Я думаю о Ферате».
Хотя Хасан расстраивается из-за этого, Ферат благодарит его, а Баран заявляет, что доверяет ему, потому что я верю, что вы можете это сделать. Пока госпожа Кадер готовится к Дилану, потому что ей нравятся фаршированные фрикадельки, госпожа Азади говорит, что невеста ушла из дома на 3 дня и сказала, что это был пир, как только она приехала. Тем временем, когда Дилана беспокоит запах еды, и он уходит, к нему приходит Берон и спрашивает, что делает моя прекрасная жена. Дилан говорит, что его беспокоит запах еды. Баран сказал: «Я сделаю перерыв, давай прогуляемся вместе», и они пошли гулять. Госпожа Кадер и Гуль переживают эмоциональные моменты, готовя комнату, где они будут жить с Фератом. Между тем, когда Ферат собирается войти в комнату, он видит и слышит их, и они ему нравятся. Пока Джавахир говорит Шаиру, что у него плохое настроение, Хасан звонит и говорит, что наши люди участвуют в тендере по добыче полезных ископаемых, а другая сторона – мелкая мафия. Я думаю, вам будет интересно это знать. Джавахир немедленно поручает Шаиру расследовать деятельность горнодобывающей компании. Когда Дилан говорит, что хочет подготовить чудесный вечер для Гуля и Ферата, Баран задается вопросом, хотят ли они этого, и они говорят о странной ситуации. Когда Баран спрашивает Диу, что ты планируешь делать, Дилан отвечает: мы украсим Гуль как принцессу, а когда она говорит: я немного нарядюсь в этот важный день, Баран делает ей комплимент, говоря: нет необходимости, позвонят, ты еще одна красавица. Баран приглашает дядю Ахмета на ужин. Дядя Ахмед рассказывает о красоте семейной жизни, и они вместе едят. Пока все с удовольствием едят, глаза Дилана наполняются слезами, и Берон говорит: у тебя тоже слезятся глаза, давай, ешь свою еду. Сабиха Ханым и Хавин рассказывают о том, как они очень переживают отсутствие Дилана и что Дилан сделал с Бараном. Госпожа Сабиха делится с Хавином тем, что, слава богу, эти дни были нелегкими. Когда Дилан говорит, что мы подумали, что нам следует устроить небольшой праздник между собой, поскольку свадьбы у них не будет, госпожа Азади, как всегда, говорит противоположное слово. В то время как Ферат говорит, что бабушка, Баран говорит, что этот вопрос не подлежит обсуждению и завтра в этом особняке будет праздник. Тем временем Хасан просит воды, говоря, что вчера воды не было и некому ее принести. Пока он хочет остаться за водой у Гэжи Кадер, Гуль идет и берет ее, говоря: я принесу ее. Мама. Пока Цеврия убирала со стола, приходит Харун, оправдываясь тем, что мы не обсуждали меню. Пока госпожа Кадер готовит кофе с Гулем и Диланом, приходит госпожа Азади и ругает их всех. В этот момент у Дилана закружилась голова, и он захотел пойти в свою комнату. Госпожа Кадер отправляет мою дочь с Гулем проводить ее в комнату, где она остается одна. Когда госпожа Азади говорит сзади: я надеюсь на это, она смотрит в глаза Гэжи Кадер и улыбается. Когда Гуль и Дилан приходят в комнату и говорят: тебя сегодня тошнило, может нам пройти тест, Баран слышит это у двери комнаты. Когда Гуль уходит, Баран предлагает пойти в больницу, но Дилан отказывается и говорит: я приду сдать анализ, но он тоже не может заставить ее согласиться. Дилан ложится спать, и когда Берон хочет уйти, потому что думает, что я приду, Дилан держит его за руку и говорит не уходить. Рассказывая о своих воспоминаниях о Цеврии, Ясмин упоминает, что Цеврия очень упряма. Когда ей грустно из-за того, что трудно находиться за границей и что они вдали от всего своего окружения, Джевдет поддерживает ее, говоря: почему ты расстраиваешься, мы здесь. Ясмин идет искать свою мать, потому что я тоже скучаю по ней, может быть, она тоже хочет услышать мой голос. Харун говорит: позволь мне тоже встать. Берон очень рад стать отцом, даже мысли об этом очень волнует. Он с нетерпением ждет того, каким будет его жизнь, когда он родится и вырастет. Пока Берон так взволнованно говорит, неподвижность Дилана привлекает его внимание. Когда он спрашивает Дилана, хочет он этого или нет, Дилан объясняет свою обеспокоенность тем, что он боится быть плохой матерью. Берон говорит ему, что если это проблема, мы решим ее. Ты была матерью для всех в особняке.
Он говорит Дилану, что верит, что ты будешь прекрасной матерью. Когда Дилан просыпается, он не может найти рядом с собой барана и думает, что тот сказал ночью: «Интересно, понимаешь ли ты, может быть, я становлюсь отцом». Баран пошел пораньше и купил тест на беременность. Когда он прибыл в особняк, его поймала госпожа Азади. Когда он видит аптечный пакет в руке барана и спрашивает, он принял какое-нибудь лекарство. «Жду хороших новостей», баран прячет его в карман и говорит: «Дай бог, бабушка», и идет в комнату. У Дилана снова кружится голова, когда он встает с кровати, и Бэрон говорит, что мы скоро узнаем, я прошел тест. Пока Гуль пьет чай на кухне, к ней приходит Ферат, Гуль наливает ему чай, и, не говоря ни слова, Ферат забирает свой чай и уходит. Затем приходит госпожа Кадер и делится своим волнением с Гулем, говоря, что, возможно, мы сможем устроить двойной праздник для Дилана. Пока Харун думает о том, как пригласить их вместе пойти на концерт, Ясмин предлагает сделать с будущими клиентами все, чего Харун не хочет. Когда Харун говорит, что все в порядке, а Ясмин говорит, что ты меня не слушаешь, Харун уходит от Ясмин и спрашивает: «Почему ты меня обо всем спрашиваешь?» Пока Джевдет и Цеврии говорят о близости между Харуном и Ясмин, Харун их подслушивает. Между тем, когда Джевдет услышал, как он сказал: «Мы знаем о Харуне, но не знаем, что чувствует Ясмин», Харун подумал: «Да, как я узнаю». Баран с волнением ждет, когда Дилан выйдет из ванной, и когда Дилан выходит, он говорит, что нам нужно подождать 3 минуты. Баран говорит, что ладно, мы с волнением подождем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.